Всем привет! Сегодня мы посмотрим, какие районы самые аппетитные и интересные для инвестиций, и посмотрим, как определять срок инвестиций в соответствии с локацией, которую вы хотите выбрать. Как вы видите, центр Дубая, он уже перегружен проектами. Это еще и проекты, которые есть в продаже, плюс новые проекты, которые появляются. Соответственно, сюда я не рекомендую заходить инвесторам, если у вас цель получить капитализацию и дальнейшую аренду, долгосрочную особенно. Здесь ROI в среднем уже где-то от 4 до 5%. Есть некоторые проекты, которые могут дать вам и 6, и 7%. Но, как правило, это проекты, которые будут работать под Airbnb исключительно, под краткосрочную аренду. Из тех районов, которые я сейчас рекомендую выбирать для инвестиций, это в первую очередь у нас идет район, точнее остров, это Dubai Islands. И, конечно же, это юг Дубая. И сейчас объясню каждый район, каждое почему. Здесь мы говорим об инвестициях в бюджете где-то от 300 тысяч долларов до миллиона долларов. Если у нас портфель выше миллиона долларов, под это будет отдельное видео, отдельные проекты, отдельные разборы. Соответственно, если мы говорим первый район, это Jumeirah Garden City. Что интересно в этом районе? Это абсолютно новый район, который дали под застройку, точнее под реконструкцию. Тут старая застройка, старое здание, но сейчас там идет полная реновация всего района. И ранее этот район был в категории leasehold, его перевели во freehold, что вызвало огромную бурю интереса у застройщиков и у покупателей. Локация, конечно же, тут самая премиальная. Это DIFC непосредственно, Dubai International Financial Center, прям где у нас музей будущего, где самые модные рестораны, кафе, Jumeirah Emirates Towers, где сидит наш шейх Дубая, шейх Мохаммед, и непосредственная близость к пляжу. То есть тут где-то пешком 25-35 минут, в зависимости от проекта, идти до пляжа, где сейчас самые модные бич-клабы начинают открываться. Они уже, точнее, тут есть. Джитана, Сахалин, Сирена, уже все это здесь, уже все работает. До Бурдж-Халифа, до Дубай-Мола с этого района, конечно же, ехать тоже минут 10, не больше 15. И до действующего аэропорта DXB также минут 15 езды. То есть локация, она, естественно, имеет огромное значение. Под какой тип инвестиций здесь можно рассматривать? Здесь можно долгосрочную, соответственно, также можно рассматривать краткосрочную аренду, так как все экспо основные, которые происходят в Дубае, они проходят вот здесь вот, в Dubai World Trade Center. Соответственно, все отели здесь всегда, они за год уже там забронированы на все эти даты. И очень много бизнес-travel, бизнес-путешественников, которые ищут себе хорошее жилье, Airbnb-шное жилье, рядом с трейд-центром. Ну и здесь, конечно же, в этом районе практически никакой застройки нет. Есть несколько башен, но они, как правило, под long-term сданы. Это первый момент, который... Итак, здесь, конечно же, нету одного какого-то мастер-застройщика. Я всегда это считаю небольшим минусом, если честно, с точки зрения этичности. Потому что когда есть один мастер-застройщик, как правило, весь проект, весь мастер-план у него разрабатывается непосредственно, и уже какие-то там участки, да, могут застраиваться какими-то застройщиками, которые, опять же, будут в рамках этого мастер-плана. Здесь его нету, соответственно, здесь будет в этом плане разброс, но здесь запрещена застройка выше 8 этажей, то есть по этажности все здания будут абсолютно одинаковые, ну, как правило, все строят 8 этажей, никто не хочет строить меньше, чтобы больше заработать денег, соответственно.
рассрочки здесь на самом деле очень интересные, так как застройщики здесь в основном молодые, застройщики, у которых есть несколько проектов, есть застройщики, которые выходят сюда с первым проектом. Но, опять же, с точки зрения инвестиций, с точки зрения прибыльности данной локации, очень интересно для инвестиций район. Ну, возьмем, например, Stem One. Как вы видите, здесь цены на студии, я могу поставить сейчас USD. Цены на студии идут в среднем около 300 тысяч долларов, односпальные апартаменты One Bedroom около 490 тысяч. У них даже есть юниты, нет, вот еще есть один, с частным бассейном. То есть, в принципе, за 500 тысяч долларов квартира, сколько у нас там она идет по площади, где-то 110 квадратных метров со своим бассейном. Да, конечно, здесь достаточно большой балкон еще с этой стороны идет, но все же как бы достаточно приемлемая цена для такой локации Дубая. И для Airbnb как раз таки такие варианты будут очень-очень. Также тут, кстати, популярный у нас есть застройщик Object One. У них тоже уже порядка 20 проектов. STEM застройщик, он построил половину Дубая как контрактор, то есть он был непосредственно строителем. У Object One уже порядка 20 проектов в Дубае. И здесь тоже на самом деле ценовая политика, как вы видите, в среднем плюс-минус такая же. За односпальные около 550 тысяч долларов. Студии, если найдем у них, они где-то были в районе как раз таки 350 тысяч долларов. Ну и проекты типовые, вот так вот все красиво выглядят. То есть вот такая будет красота, вот такие будут виды, как правило. Конечно же, на виды мы никогда не делаем там акцента, да, мы не высматриваем виды, потому что в Дубае все всегда будет супер застроено, все перед вами будет застроено, поэтому на такие рендеры я тоже всегда говорю не обращать внимания. С крыши еще может быть, потому что здесь все здания будут примерно, да, также там 7-8 этажей. Такие виды, да. То есть такая красота будет. Но из окон, чтобы были прямые виды куда-то на DIFC, на море или на даунтаун, точно ожидать не стоит. Далее идем. Dubai Islands. Dubai Islands полностью новый проект. Там, конечно же, есть мастер-застройщик, мастер-девелопер, это Нахил. Но здесь все гораздо сложнее, так как здесь будет 3 острова, соединенных между собой. Основной остров это будет вот этот. Здесь будет Дейра Молл, который будет, как обещают, по величине второй после Дубай Молла. Вот в этой как раз таки части. Вокруг будет резидентская застройка. И здесь на первых линиях, здесь получается будет зона ритейла. Кафе, рестораны, бары и так далее и тому подобное. И здесь будет, как правило, парковка для яхт. То есть такое тоже яхтовое комьюнити. В чем плюс вообще всей вот этой идеи? Ну, все или многие, конечно же, помнят опыт острова Blue Waters, который вырос в цене уже раз в 5, наверное, с момента его застройки, потому что люди любят жить на островах. Здесь примерно будет такая же тенденция через годы, конечно же. И пусть первые проекты здесь даются порядка там, в 2027 году, первые здания будут сдаваться, но в целом ожидать функциональности острова это год 30-32, не ранее. И здесь тоже есть один нюанс. Здесь есть, так сказать, первая линия вот с этой стороны, как говорят застройщики, но это не будет первая пляжная линия. То есть не так, что вы вышли и вот у вас свой частный пляж с этой стороны даже. Здесь вообще будет ритейл спереди. Здесь будет что-то вроде пирса, насколько я помню, куда можно будет выходить. Но пляжные зоны там еще до сих пор не определены, как бы там кто что не обещал. Ну, может быть, вот с этой стороны только если. Вот. По застройщикам.
Здесь есть все практически. Все решили, естественно, зайти на такой шикарный шедевральный проект. Ценовая политика здесь идет где-то от 550 тысяч долларов. Уже меньше по цене мы ничего, конечно же, не найдем. Застройщики абсолютно всех категорий. Есть застройщики средней категории, есть застройщики высоких категорий. У кого-то вот только трехкомнатные остались. Но, в принципе, трехкомнатная квартира на частном острове, да, за 1 300 000 долларов, ну, вполне интересная цена для Дубая. Рассрочки здесь тоже всех абсолютно разные. Вот такую красоту нам рисуют застройщики. Здесь тоже, кстати, не будет высокоэтажной застройки. Здесь тоже не ограничены по высоте. Соответственно, плюс-минус аналогичная ситуация с Jumeirah Garden City, когда у кого-то, конечно же, где-то, кто здесь в первой линии, там будут виды открытые на море, но в основной части вот здесь, что бы там ни обещали, это будет практически невозможно. По локации до аэропорта DXB будет, наверное, минут 10, если не меньше езды. До центра отсюда где-то минут 20-25 с текущими пробками. Вполне тоже абсолютно нормальная дистанция. Далее. И один из приоритетов у данного острова еще, многие делают ставку на то, что когда запустится казино в Рассельхайме, очень много людей, кто приедет играть в казино, будут останавливаться здесь. Ехать отсюда до казино Рассельхайма где-то 45 минут, зато ты как бы остаешься в Дубае. В Рассельхайме, естественно, цены уже гораздо выше, отели там будут, соответственно, вообще по сумасшедшей цене. И многие люди рассчитывают, то есть как раз таки инвестируют с точки зрения, что они будут сдавать в аренду, в краткосрочную аренду здесь, также таргетируя игроков в казино, которые захотят как бы все-таки оставаться в Дубае, нежели чем в Рассельхайме, где пока инфраструктуры такой, как в Дубае, естественно, нет. И переходим к югу Дубая. То есть, соответственно, у нас есть север, да, где у нас DXB, вот новые острова, и у нас есть юг Дубая, Аль-Мактум International Airport и уже новая Пальма Джебель-Али. В чем здесь интерес? Юг Дубая абсолютно не развит по сравнению с основным городом. Да, конечно же, есть районы, есть инфраструктура, но если сравнивать там с зоной там Марины, там даже JVC или там центром, то там практически ничего нету, соответственно. Больше такая индустриальная зона, она так и называется, в основном как индустриальная зона. Но так как сейчас Пальма Джебель-Али, она в активной застройке, в активной продаже, и ожидается, что где-то в течение 5-7 лет, они начинают сдаваться со следующего года уже где-то, но где-то в течение 5-7 лет уже Пальма начнет практически полноценно оперировать, соответственно, к 2030-2032 году. И наши топ-миллиардеры планеты с этой Пальмы, они переезжают сюда. Бизнес-класс GBR, Марины, от которой всех тошнит из-за пробок, они переедут сюда. Здесь также все будет проработано уже, все косяки. То есть, как вы видите, здесь Пальма отличается тем, что у нее есть 3 соединения с сушей, по сравнению с этой, где только одно соединение. Каналы все вырыты с 3 сторон заранее, не как здесь, когда там добивали какие-то варианты, потому что вода не циркулировала. То есть здесь в этом плане, конечно, проделана огромная работа. Плюс эта Пальма обещает напрямую соединяться с аэропортом Аль-Мактума, который к 30 году уже должен запуститься практически в полную силу. В 32 году уже 100% он будет оперировать в полную силу и будет самым большим аэропортом мира. Соответственно, когда у нас город стягивается сюда, это не значит, что люди там обесценится у них недвижимость в даунтауне там, или где-нибудь, не знаю, на Дельшибе или еще где-то. Нет, конечно. Здесь даунтаун как остался, как и был, так и останется даунтауном. То есть у каждого района в Дубае
есть своя фишка, здесь есть своя изюминка, и это одна из причин, почему я люблю Эмираты, я люблю Дубай, потому что здесь нет такого, что ценность у тебя идет в зависимости от удаления от центра. Здесь такого абсолютно нет, есть в каждом районе что-то, из-за чего ты туда поедешь. Как бы у нас, допустим, вот здесь вот на Алайн Роуд, да, где, казалось бы, там, что тут, ну, там ничего нету, пустыни там и так далее, да, тому подобное. Но на самом деле очень много инфраструктуры. У нас здесь есть Global Village, где мы все любим гулять. Вот здесь, например, находится Global Village. Это место, которое любят все резиденты. Мы сюда приезжаем погулять. AMG парк, казалось бы, находится посередине пустыни. Но мы туда ездим, потому что это только там. Соответственно, у каждого района, у каждого места есть своя ценность. И она также останется там на месте. Из-за этого там паниковать не стоит, что раз мы сейчас будем сюда инвестировать, там ценность упадет. Этого не будет, конечно же. Но интерес в этом районе заключается в том, что мы инвестируем, такую делаем раннюю инвестицию в будущее Дубая, которое действительно будет. Мы делаем инвестицию в будущее Дубая, которое действительно будет 100%, так как Пальма уже есть, аэропорт уже на самом деле работает, да, просто не в полную силу, он еще достраивается, да, терминалы. Соответственно, здесь, в практически любой части юга, пока есть интерес для инвестиций. У Эмара здесь давно уже есть свое комьюнити, в котором уже цены под стать ценам в Дубай-Хиллсе, потому что все уже поняли, что там ценность есть, и цены там будут только расти. Здесь есть несколько застройщиков, тоже, которые активно строят. В этой части уже есть такие модные застройщики, как Эллингтон, которые не заходят, как правило, в такие неразработанные, да, районы. Также Эмар, как вы видите, он также здесь есть. Здесь район Экспо уже тоже очень активно идет под застройку. Хотя там как бы планировалось изначально только Экспо, да, но там уже резидентская зона, и там уже очень активно продается жилье. Соответственно, ценность юга, она для инвесторов, которые хотят сделать капитализацию на долгосрок. То есть здесь где-то около 5 лет минимум инвестиция. Но даже если проект сдастся раньше, соответственно, сдастся раньше, его всегда можно сдать в аренду. Или выбрать проект, который сдастся ближе к 29 году или 30-му, чтобы не было сильной, там, не износился проект. И сдавать в аренду до момента запуска аэропорта и потом уже продать просто с хорошей капитализацией. В целом, вот эти три района, которые я рекомендую на сегодня рассматривать. То есть, если мы говорим об инвестиционных портфелях, какие портфели мы будем собирать или можем собирать, расскажу обязательно в следующих видео. Покажу, как мы их собираем с моими инвесторами, как мы делаем на этом хорошие деньги. Поэтому не переключайтесь, подписывайтесь и пишите в комментариях, какие у вас есть вопросы, куда бы вы хотели инвестировать или куда вы не хотите инвестировать, в какие районы и почему. Давайте обсудим.